Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 22 октября, вторник. И сегодня у нас настолько много информации, и настолько она важная и интересная, что просто не хотелось бы ее игнорировать и упускать. И в этой связи, возможно, мне придется разбить сегодняшний выпуск на две части, чтобы суметь без особого напряжения для вас прокомментировать как можно большее количество важных событий. Начну с Южной Кореи. СМИ этой страны вчера вечером сообщили о том, что правительство Южной Кореи рассматривает возможность отправки военных и разведчиков в Украине. И если это произойдет, то это будет сделано в ответ на посылку северокорейских военнослужащих воевать на стороне России против Украины. По сообщениям южнокорейских СМИ, уже отправлено примерно 1500 северокорейцев на территорию Российской Федерации, а общее количество солдат Ким Чен Ына, которые отправятся помогать Путину, будет насчитывать до 12 тысяч человек. Причем, комментируя возможное качество этих бойцов, американские СМИ отмечают, что это элитные представители элитных подразделений спецназа Северной Кореи. Они хорошо обучены, действительно асы, специалисты в своем деле. Правда, специалисты, которые не обладают новейшей техникой. А все остальное у них есть. Умение, мастерство, выносливость там, и так далее. Что касается Южной Кореи, то планируется, что эта страна пошлет уже на помощь Украине своих разведчиков, переводчиков и советников. Разведчики, но это необходимо просто Южной Корее, потому что это лучший источник информации о Северной Корее. Они используют любые возможности, когда можно получить какую-то разведывательную информацию о враге. Ну и на случай, если кто-то из северных корейцев попадет в плен, тут же будет переводчик и представитель разведки Южной Кореи, который сможет участвовать в допросе. Таким образом, будет получать информацию и для себя, и для Украины. Ну и советники. Советники лучше южных корейцев. Никто не знает тактику, боеготовность вооруженных сил Северной Кореи, вообще на что они способны. Страна закрытая, о ней мало кто знает, поэтому может так случиться, что помощь вот этих советников может оказаться бесценной. Ну и еще более важное событие из Южной Кореи, которое важнее, на мой взгляд, факта или решения возможного о посылке своих специалистов в Украине, это анонсированное вчера же намерение Южной Кореи наконец-то оставить свои сомнения и колебания и открыто начать поставку оружия Украине. Пока, говорят, полностью окончательное решение на этот счет не было принято, но южнокорейское правительство якобы близко к этому. Ну и вот это может, конечно, быть очень серьезным фактором. И Путин вместе с Ином могут очень пожалеть о том, что они замутили вот этот проект о посылке Джеймсов Бондов северокорейских на территорию Украины, чтобы помогать Путину. Почему я об этом говорю? Потому что Южная Корея является одним из крупнейших в мире поставщиков супероружия, такие как танки, бронетранспортеры, амуницию, боеприпасы и так далее. Южная Корея производит в большом количестве, может производить гораздо больше, может быстро наращивать производство вот всего того, что я вам назвал. Но позиция принципиальная Южной Кореи до сих пор состояла в том, что она не продает свое оружие, боеприпасы воюющим странам. И до сих пор Южная Корея поставляла, причем иногда существенное количество, прежде всего, боеприпасов в Украину, но через третьи страны. Третьими странами, можно догадаться, это бывали всевозможные компании, которые создавали Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО, где-то в третьих странах и так далее. Но Южная Корея очень хотела нарастить свой ВПК. Она очень хотела и очень хочет стать стабильным поставщиком
оружия и боеприпасов странам НАТО, то есть выйти на международный рынок в качестве вообще одного из крупнейших поставщиков вооружения. А для этого надо крупный рынок, рынок НАТО, тут еще Украина. Короче говоря, если она примет это решение нарушить десятилетиями существовавшее табу на поставки напрямую боеприпасов воюющим странам, то это будет очень выгодно для Украины. Я вам скажу так, где-то в самом начале российской агрессии против Украины украинский генерал, по-моему, он тогда был заместителем министра обороны по фамилии Гаврилов. Кстати, говорят, это он был связан со скандальной историей, когда накануне агрессии британцы поставили крупную партию ракет «Энлоу», там их, по-моему, где-то 3500 были, а потом, когда грянула агрессия, и начали искать их, и их нет. И никто не может найти на территории Украины. И не было никого якобы в украинском государстве, включая Министерство обороны, кто мог бы указать, а где же они, 3500 ракет, да? Иголка в стоге сена. Нашли. Для того, чтобы нашли, понадобилось британцам прислать свою команду, которая искала и нашла. И нашла, значит, они были закрыты на складе в западной части Украины, по-моему, где-то там то ли Яворив, то ли где-то вот там, в том районе. И этим всем, оказалось, заведовал генерал Гаврилов. Ну и только успели британцы и помогавшие им здоровой силы, скажем так, Министерство обороны Украины, вытащить из этого склада, то ли сарая, где они были спрятаны, надежно были спрятаны, вытащить эти ракеты и перепрятать, как буквально вот чуть ли не на следующий день, именно по тому складу, где находились до этого эти ракеты, грянул удар ракетный агрессора. Так вот, значит, он поехал в Южную Корею для того, чтобы договориться о поставках боеприпасов и получил отворот-поворот. А вот друзья Украины, причем такие тайного фронта, скажем так, которые не афишируют свое присутствие и то, что они делают для Украины в средствах массовой информации, не появляются. Так вот, они предприняли такую частную, что ли, инициативу, съездили в Южную Корею и договорились, и поставили немалое количество очень качественных боеприпасов. Поэтому ждем, как будет дальше развиваться ситуация, и я думаю, что Южная Корея плюс Украина – это будет более полезный союз, более мощный, более эффективный, чем союз Северной Кореи и России. Следующая тема, которая занимает, вернее, не то, что занимает, а будоражит умы и в Соединенных Штатах, и в Израиле, в других странах Ближнего Востока и даже Европы, это утечка информации из Пентагона по поводу якобы подготовки ВВС Израиля к нанесению мощного удара якобы по Ирану. Якобы потому что, судя по этим документам, которые утекли, израильские ВВС отрабатывали удар, который должен был быть нанесен на значительном расстоянии, что требовал дозаправки в воздухе. Вчера было объявлено, что ФБР займется расследованием этого дела. Дело, я скажу, становится более запутанным, чем вот тогда, когда первая утечка произошла, первые комментарии, и я вам о них рассказывал. С тех пор кое-что серьезно изменилось. Например, сейчас основная тема состоит в том, что эта информация была передана прямо из недр Министерства обороны. Это не была хакерская атака якобы. Уже не говорят о том, что была какая-то закрытая группа, как очень похоже, как это произошло с утечкой из Пентагона в апреле прошлого года. То есть на этот раз тоже я вам рассказывал. И это то, что рассказывал представитель вот этой компании под названием «Ближневосточный наблюдатель», который сделал эту утечку. Он-то рассказывал о том, что там целая партия, якобы в результате хакерской атаки, документов появилась на каком-то закрытом чате в интернете, а оттуда уже попала вот к этому наблюдателю
теперь, оказывается, это все не так. Хотя важно сказать, что вот этот источник, ближневосточный наблюдатель, который выбросил это все в эфир, это компания, которая находится в Тегеране, и по иранским законам она обязана представлять и отражать интересы правительства этой страны. То есть это уже очень важно, чрезвычайно важно. Теперь, значит, отпадает теория по поводу того, что это поступило из какого-то другого мессенджера, закрытого чата. Теперь, значит, история про то, что якобы кто-то из Министерства обороны Соединенных Штатов по интернету передал этой компании, которая находится в Тегеране. Но это такая совершенно сумасшедшая история, потому что, такое бывает раз в столетие, а может быть и раньше, а может и больше, то есть на более длительный срок. Это на грани невероятного. Нечто подобное было в середине 80-х годов прошлого века, а именно это было, по-моему, в 85-м году, когда американский гражданин, офицер разведки военно-морских сил Соединенных Штатов Америки стал работать на Моссад и передал огромнейшее количество информации, документов Моссаду. Был пойман с поличным, его судили, приговорили к пожизненному. Приговорили его уже в 1987 году. Я как раз тут находился в командировке в Вашингтоне, на моих глазах буквально происходило. И сидел он с 1987 года по 2015 год. Каждый премьер-министр Израиля неоднократно обращался к каждому новому президенту Соединенных Штатов с просьбой освободить этого человека, потому что он на патриотической основе, он же не врагу помогал, он союзнику, Израилю помогал. И американцы категорически отказывались его выпускать, указывая на то, что он нанес колоссальный удар по спецслужбам Соединенных Штатов Америки и колоссальный удар по доверию между двумя государствами. И все это вот продолжалось до 2015 года, когда наконец-то его выпустили на условно-досрочное, и просидел он там до 2020 года, здесь, в Соединенных Штатах Америки. И только после этого его отпустили в Израиль. То есть это из ряда вон выходящий случай. И если теперь представить, что это действительно кто-то из Пентагона скинул куда? Не в страну, союзник, который является союзником, и не другу какому-то там личному, а врагу, в стан врага, в Тегеран, какой-то непонятной организации, которая по закону обязана работать на врага. То есть вот этому человеку, если он существует, кто выкинул эти документы из Пентагона, то ему должно светить не менее как пожизненное заключение, потому что это шпионаж получится в самой такой махровой форме. Весь вопрос, действительно это произошло или нет. Но если это делом занялось ФБР, и если это действительно так произошло, то раскрытие этого дела не представляется чем-то невероятно сложным. Почему? Потому что в данном случае тогда получается, что это манипуляция какая-то, то есть процесс работы с конкретными носителями электронными, файлами, проще говоря. То есть это где-то кто-то скопировал, где-то сделал paste и потом направил по интернету эти файлы электронные туда, в Тегеран. Но это ж каким надо быть сумасшедшим, я вам скажу. То есть это надо иметь, действительно, или нужно сойти с ума, или быть, я вам скажу так, чуть ли не, как их называют, смертником, чуть ли не смертником, для того, чтобы на это решиться. Потому что, везде же электронные файлы, они оставляют свой след, и они будут найдены. Кто получил доступ вот в это время именно к этому файлу. Затем один из файлов представлял собой ксерокопию из документа, брошюра такая небольшая, которая содержала брифинг по этому вопросу для высшего руководства страны. То есть кто-то сделал ксерокс из этого документа, и все это на каждом этапе регистрируется. Поэтому его рано или поздно, повторяю, если это действительно правдивая история, то на него выйдут. И тогда, значит, что получается? Получается, если он сделал это сам по себе, это будет очень похоже на историю с Поллардом. То есть я не утверждаю, что это был гражданин или симпатизант Израиля. Наоборот,
Наоборот, то есть это должен был, ей был симпатизант Ирана или, там, скажем, России, то есть любой страны врага Израиля. То есть сумасшедший одиночка. Или же он выполнял чей-то приказ, своего начальника там, или еще выше, начальника, его начальника. Ну, тогда мы будем иметь скандал грандиозный, просто грандиозный скандал. Ну, и имея в виду возможность такого реально грандиозного скандала, потому что, ну, это невероятно, что в рамках разведсообщества Соединенных Штатов, возможно, кто-то на самом верху инициировал вот эту операцию, и ее где-то в том, какой-то Вася Джон Пупкин, в конце концов, внизу где-то ее осуществил, то есть совершенно секретную информацию в нарушении всех законов США о секретности отдать врагу, то есть это, ну, трудно описать все разрушительные последствия, если вот это будет скрыто. Поэтому другой вариант, если это так, действительно, из Пентагона это все, утечка произошла, ну тогда потенциально мы можем иметь кейс, в котором кто-то в ходе предвыборной кампании, в которой два кандидата идут нос в нос, и на карте стоит судьба не только Соединенных Штатов и всего мира, по соображениям вот этих выборного процесса, кто-то захотел настолько насолить Камале Харрис, как представителю этой администрации, что вот сотворил все это. Тогда получается, что это может сидеть какой-то трампист, совершенно сумасбродный, скорее всего, маговец однозначно, то есть это должны быть безбашенные люди совершенно, чтобы на это решиться. Короче говоря, ждем дальнейшей раскрутки, но меня вот уже вызывает подозрение о том, что вот такой кусок информации, первоначальный, который выдал представитель вот этой компании, ближневосточный наблюдатель, который слил, в конце концов, эти два документа, фактически серьезную версию, как это все произошло, то есть через какой-то чат в интернете или так далее, как это было в прошлом году. И вдруг все, об этом забыли, эта информация как бы пропала, и никто о ней больше не говорит. Теперь, что касается Израиля. В Израиле очень обиделись. Причем обида, она распространилась на обе стороны. Здесь вот оказался такой человек, бывший сотрудник разведки Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, которого зовут Харрисон Мэн. Он ушел в отставку из-за того, что, в общем, в знак протеста против поддержки администрации Байдена войны Израиля в Газе. Он был за палестинцев больше, чем он за израильтян, и поэтому, значит, вот проявил такую принципиальность и попросился в отставку. Вот это чем-то напоминает Полларда, но вместо того, чтобы таскать кому-то там документы или что-то куда-то сливать, он просто взял и ушел в отставку. То есть близко к такой версии, которую я сейчас высказываю. Так вот, значит, что он говорил? Что эта утечка – это напоминание о том, что администрация Соединенных Штатов на самом деле не доверяет Израилю в отношении того, что Израиль будет выполнять договоренности, которые достигнуты на самом высоком уровне между двумя странами относительно тех дальнейших действий, которые эти стороны будут или, наоборот, не будут осуществлять. Я вам рассказал эту историю. Выслушали, покивали головой, а потом сделали как угодно. То есть он, видимо, этот представитель именно так и считает, что это было именно так. Он отметил также, что американские аналитики использовали спутниковые снимки для отслеживания так называемых тележек. Тележка – это, ну, действительно такая телега, которая в 2 раза больше легковой машины, в 2 раза длиннее и шире, на которой перевозятся вот эти бомбы, которые должны потом загружаться в самолеты. Так вот, значит, за этими тележками очень велось длительное наблюдение, которое позволило потом на основании полученного анализа прийти к выводу о том, что готовится такой мощный удар, скорее всего, по ядерным объектам Израиля. Второе, что засветила эта информация, это фактическое признание американцами о том, что они знают наверняка о том, что у Израиля нет ядерного оружия. Простите, у Израиля есть ядерное оружие, потому что там же в одном из документов говорится, что, судя по всему,
по тем, значит, манипуляциям, которые осуществляют ВВС Израиля, это не будет ракеты с ядерными боеголовками. Ну, раз так, просто, между прочим, так отмечается, это не будет, это не ракеты с ядерными боеголовками, то есть подразумевается, что они есть, но не будут на этот раз использоваться. Вот такая вот история. Ну и сразу же по результатам этих откровений в средствах массовой информации на следующий день Биби Нетаньяху позвонил и очень долго говорил по телефону с Дональдом Трампом. Но он не звонил, и он не говорил ни с Байденом, ни с Харрис. То есть это жест такой: я на вас обиделся, Израиль на вас обиделся. Но эти тоже в позу встали, судя по всему, как бы посылая сигнал: но мы же с тобой договаривались, что не будет удар по ядерным объектам, а вы что готовили? Опять нас обманули. Ну, где-то так. То есть горшки разбиты вплоть до окончания президентских выборов в Соединенных Штатах. Ну, а дальше посмотрим, в зависимости от того, кто будет следующий президент США. Очень важное заявление сделал командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Кавали. По его словам, Россия понесла потери в Украине, довольно большие потери. Но российские вооруженные силы изучают, совершенствуют и внедряют опыт войны. По окончании войны в Украине, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. Эти силы будут находиться на границе нашего союза, то есть стран НАТО. И командовать ими будут те же люди, которые уже видят в нас врагов. И впоследствии будут недовольны тем, как прошла война. Так что у нас будет противник с реальными навыками, массой войск и ясными намерениями. Ну, в этой цитате я хотел бы отметить несколько моментов. Прежде всего, судя по всему, генерал Кавали, говоря о том, что российские вооруженные силы выйдут окрепшими из этой войны, он имеет в виду опыт боевых действий, которые российские вооруженные силы получат в ходе баталий на территории Украины. Причем это же опыт, прежде всего, он бывает и отрицательный, который выливается в сотни тысяч безвозвратных потерь со стороны России. Ну и положительный опыт в том смысле, что они учатся воевать в новых условиях войны, которую генерал Залужный назвал войной технологий. Он не имеет в виду железо, то есть вооружение, что в России появится новое, более современное оружие. Ну и он не имеет в виду, что это произойдет завтра, потому что по оценкам, то есть укрепление, демонстрация возросшей мощи российских вооруженных сил, потому что тот же Пентагон, страны НАТО неоднократно в течение последних, не менее года отмечали, что российским вооруженным силам после окончания войны против Украины понадобится, некоторые говорят, до 5 лет для того, чтобы восстановиться до момента агрессии. Некоторые говорят, что чуть ли не 10 лет можно отдыхать. В шутку, я так пошутил неуместно. То есть можно спокойно укреплять оборонный потенциал НАТО, потому что еще 10 лет Раша не восстановит свои вооруженные силы. Итак, Раша приобретает опыт. Затем, вот интересно здесь у него замечание, что те люди, которые, генералы, политики, которые заварили эту агрессию против Украины в России, они будут недовольны тем, как прошла война. Генерал уверен, что виктории невероятной, триумфальной победы у Путина в нынешней войне не будет. То есть реальные навыки у них будут, у них будет неудовлетворенность тем, как закончилась война в Украине, и у них будут ясные намерения о том, чтобы реабилитировать себя и добиться все-таки победы. Ну а с кем победа? Как в самом начале заявлял Кремль, когда готовился к агрессии против Украины, у них главный враг НАТО. И они начали с конца ноября 2021 года с требованием, чтобы НАТО отошло к границам 1997 года. Вот, в принципе, на это и намекает генерал Кавали.
И в этой связи я хотел бы привести вам некоторые тезисы очень интересного выступления по британскому радио профессора Скотта Лукаса. Это такой известный специалист. Ну, сам факт, что его приглашают на радио британской газеты The Times, уже свидетельствует о том, что его считают серьезным экспертом. Туда других не приглашают. Туда приглашают не говорящих голов, а специалистов по конкретным вопросам. Он профессор одновременно университета Бирмингем и института Клинтона. Всю жизнь изучает внешнюю политику Соединенных Штатов, Британии, специалист по Ближнему Востоку, России, в общем, специалист очень широкого профиля, самое главное, с огромными связями в правительстве, во всяком случае, в Великобритании. И вот он размышляет и делится делится информацией и своим видением, как может закончиться агрессия России против Украины, чем это закончится война. По его словам, высокопоставленные представители Украины, официальные лица, посылают сигналы, я практически использую вот ту терминологию, которую он применял, посылает сигналы в столицах стран НАТО о том, что они готовы, о том, что Украина готова пойти на так называемый германский вариант. Имеется в виду ситуация, которая после Второй мировой войны сложилась, в результате которой Германия оказалась расколотой. И западная ее часть вошла в состав НАТО, а восточная, как вы знаете, оказалась под контролем Советского Союза. Ну и вот вроде бы Россия, то есть Советский Союз, это была очередная победа по результатам Второй мировой войны. Вот оттяпали такой кусок Германии, поставили под контроль, а потом пришел конец 80-х, стена рухнула после того, как Рейган сказал знаменитую фразу «Господин Горбачев, разрушьте эту стену». И стена рухнула, и Германия восстановилась. И плюс, к тому моменту, когда Германия восстановилась, значит, стена-то была возведена для того, чтобы жители Восточной Германии не бежали в Западную, потому что в Западный Берлин, Западная Германия, она построила себе намного более развитое и благополучное государство в экономическом плане, во всех остальных, чем это было в Восточной Германии. Но для того, чтобы этого добиться, она получила гарантии безопасности со стороны НАТО. 5-я статья. И вот профессор дальше рассказывает, что это означает, как это может воплотиться в Украине. То есть, возможный вариант, на который, как он считает, ссылаясь на свои связи в правительственных кругах, ну, спецслужбное, на Министерстве обороны Великобритании, украинские власти могут пойти на вариант, когда и Россия могут пойти на вариант, когда за Россией останется контроль на той территории, которая сейчас фактически находится под контролем вооруженных сил России. То есть не 4 области административных границах, как это записал Путин в Конституции Российской Федерации, а именно там, где они сейчас конкретно находятся. То есть это не полностью Херсонская область, это не полностью Запорожская область, а только там, где они сейчас есть. И это не полностью Донецкая область, да? Именно там, где сейчас проходит линия так называемого соприкосновения. А Украине предоставляется членство в НАТО. И, естественно, защита 5-й статьи. В результате, значит, Запад начинает оказывать помощь восстановлению Украины, экономики, кредиты туда идут. Украина возвращается в состояние индустриальной державы, которой она была, когда была республикой Советского Союза. Там строятся новейшие, значит, отрасли экономики, страна процветает, а вот та территория, которая оказывается под контролем Москвы, она оказывается как бремя на шее Путина. То есть ее надо или восстанавливать с самого начала, а это ярмо действительно, потому что у него и так считается в следующем году уже
уже не останется никаких фондов благосостояния, потому что он их уже просадил практически. И у него выход один. Или ничего не делать, ну тогда это социальное напряжение, тогда это позор. Ты, мерзавец, уничтожил процветающие города, поселения, села, и теперь сидишь на этом разрушенном пространстве, ни черта не делаешь. Нафига твой русский мир? То есть это позорище на весь мир. Или же тянуть, вбухивать туда последние рубли, деревянные копейки, и таким образом продолжать подрывать свою экономику. То есть в любом случае, профессор говорит, вот то, что останется под контролем российского государства, это захереет, это территория, которая не будет процветать. Там ситуация будет значительно хуже, чем в той территории, которая останется свободной под зонтиком НАТО и будет процветать. На вопрос журналиста, а с чего вы взяли, что Путин на это пойдет? Он говорит, а что ему остается? Ну, во-первых, ситуация сложная у него нет людей. Вот заигрывание эти Северной Кореи показывает, что действительно это глубочайшая проблема с нехваткой пушечного мяса. С другой стороны, с деньгами плохо. И будет еще хуже. Нет никаких проблесков в том плане, что там какой-то появится невероятный вариант развития в рамках БРИКС там, или еще что-нибудь. Ну, то есть мрак впереди полный. Поэтому или же этот мрак будет продолжаться сейчас и будет все ухудшаться, причем в следующем году все ожидают будет хуже, чем в этом для России. Или же завершить вот так и объявить себя победителем. Я включил территорию, ну забудут опять, как они забыли Курскую, вот эту область сейчас, это уже не проблема, она как-то исчезла совершенно, никого. Так они забудут, и то, что не полностью эти 4 области вошли, а в гораздо более урезанном варианте и так далее. Вот такая, господа, информация. Повторяю, он рассказывал это со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц Украины, которые, по его информации, фильтруют или конфиденциально обсуждают этот возможный вариант со своими визави стран НАТО. Но я думаю, предполагаю, что, скорее всего, это страны Европы, вряд ли Соединенных Штатов Америки. Ну и еще, значит, продолжается подготовка к президентским выборам в Соединенных Штатах Америки, и одно из направлений этой подготовки – Европа пытается по худшему варианту совершить определенные действия, реформы, которые позволят в худшем варианте, худший это Трамп президент следующий США, подготовиться к возможной агрессии Российской Федерации и продолжать помогать Украине. В этой связи, значит, ожидается на этой неделе подписание между Великобританией и Германией исторического оборонного пакта. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хилли. Это будет пакт второй такого размера, вернее, такого масштаба, после аналогичного пакта между Великобританией и Францией, который был подписан в 2010 году. Там речь шла о сотрудничестве в поддержании боеготовности ядерных боеголовок, возможном испытании их, проведение, координация политики в области обороны, проведение учений и так далее. А этот, вот что касается Великобритании и Германии, это планировка совместных военных операций, это очень сильно, то есть фактически совместное планирование операций, потом и осуществление совместных военных операций. Так далеко отношения между двумя странами практически никогда не доходили. Я имею в виду в двухстороннем плане. У НАТО, да, но сейчас речь идет о том, что типа Америки не будет, если будет Трамп президентом. Поэтому, значит, надо развивать или же в рамках НАТО, той части НАТО, которая находится в Европе, или на двусторонней основе. Затем, значит, рассматриваются совместные военные операции и развертывание в соответствующих контингентах в странах Балтии, в частности, в Эстонии и Литвы. Далее, это совместное, это сотрудничество в разработке и производстве следующего поколения вооружений. Это очень важно, потому что страны НАТО, вот этот фланг европейский НАТО, его убивает проблема стандартизации. Там каждый производит что-то, что ему вздумается. И ситуация похожа на то, что было во Второй мировой войне в Германии, как это описал Отто Скорцени в своей книге, когда он говорил, что подвижный транспорт, автомобили,
Значит, их было немеренное количество. Он насчитывал там до 60 различных единиц марок. И каждая из них требовала отдельных запасных частей. И вот их обеспечение этих запасных частей – это и была головная боль. И нехватка была постоянная. И в результате значительная часть всего этого подвижного состава просто тупо стояла из-за нехватки комплектующих и запасных частей. Ну и еще область сотрудничества – совместная закупка оружия. И тут появляется опять на арене Украина. Потому что, вот я знаю одного специалиста, я в шутку называю бойцы тайного фронта, которые помогают заключить сделки с Южной Кореей, допустим, о поставке боеприпасов в Украину в обход укоренившейся исторической позиции Южной Кореи о непоставке оружия и боекомплектов в воюющие страны. Так вот, значит, люди были, о которых сейчас я ссылаюсь, это были из тех, которые провели эту операцию, которая не удалась генералу Гаврилову. Так вот, значит, одна из идей состоит вот в чем. Ну, в силу там исторического наследия тяжелого, Германия по-прежнему не хочет, опасается поставлять ракеты «Торос» в Украину. Идея состоит в том, что в рамках вот этого сотрудничества, которое они собираются подписать уже на этой неделе, Германия поставляет «Торос» в Британию в обмен на Storm Shadow. А Британия, которая является более смелым игроком, чем Германия и даже Соединенные Штаты часто, она потом поставляет «Торос» в Украину. То есть прямым бенефициаром вот этого соглашения, которое планируется к подписанию, становится Украина, потенциально становится Украина. Значит, вот этот пакт между Великобританией и Германией становится первым шагом, за которым должен последовать широкомасштабный пакт о безопасности и обороне в рамках ЕС между Великобританией и ЕС, который будет охватывать вопросы обороны, обмена разведданными, данными энергетики и нелегальной миграции. И предметные переговоры с Брюсселем ожидаются в новом году. Ну вот я думаю, что Украине есть смысл присмотреться к этому пакту, который только планирует, находится сейчас фактически в зародыше, и посмотреть, не найдется ли ей там место под этим зонтиком, потому что это будет широкомасштабный пакт о безопасности и обороне. И если, значит, застопорится это дело с членством в НАТО, то, может быть, вот в этот пакт, который в зависимости от того, какие там будут гарантии, они должны быть серьезными, и найдется место Украине. Что касается моего представления или моей оценки, настолько реально вступление, принятие Украины сейчас в НАТО, то я уже рассказывал об этой моей позиции, наверное, не менее года назад, что при нынешней администрации в Банковой Украине НАТО не светит. Потому что вот эти же утечки Пентагона, там Израиль сейчас, вот все, что я вам рассказываю, уже второе видео, это вот сложившаяся ситуация, она ярко подчеркивает, что для обеспечения в области безопасности между союзниками должно быть реально серьезное доверие. Вот до сих пор я вам рассказывал, что Израиль и Соединенные Штаты, они связываются договорами, меморандумами, по большому счету, в которых нету 5-й статьи. Там во всех них говорится примерно такая формулировка, что если Израилю угрожает какая-то опасность, две стороны тут же собираются вместе для обсуждения и принятия контрмер. Что сделать, чтобы ликвидировать эту. Почти то же самое есть в пактах о безопасности или договорах о безопасности, которые, значит, Украина сейчас подписала там, с десятками государств западными. Примерно то же самое было написано и в Будапештском меморандуме. Но там никто и не собирался ничего делать, а Израиль, его безопасность вот такими меморандумами, каждый, который обновляется каждый, по-моему, 10 лет, и где-то так примерно. Вот. А в отношении Израиля и Соединенных Штатов все соблюдается. Почему? Потому что доверие было. А доверие, оно важнее, чем то, что написано на бумаге. А что касается вот отношения к нынешней администрации Банковой, то есть оно убито бесповоротно. То есть первым шагом на пути принятия Украины в НАТО, первым пунктом, должна быть смена
влады, так сказать. Естественно, законным путем, все как положено по закону. И, кстати, вот в этом пространном интервью Хилли, которым он рассказал, это всех их намечающихся подписаниях, есть несколько положений, которые, как ни странно, но это факт, они фактически отражают те идеи, которые недавно были изложены генералом Залужным, а ныне послом Залужным, послом Украины в Великобритании, в недавнем выступлении в Chatham House. Потому что, вот что говорит Хилли, что все эти мероприятия, которые они планируют, главная цель состоит в том, чтобы наши силы были на шаг впереди Путина. Это означает, что в руках передовых подразделений, это которые будут дислоцированы в странах восточного фланга НАТО, прежде всего в странах Балтии, появятся новые беспилотники, появятся новые радары и сенсоры, которые позволят на дальнем расстоянии обнаруживать цели, быстро их обрабатывать и передавать информацию в конкретных подразделениях на поле боя, там, которые будут заниматься супер-пупер дронами. И эти дроны будут поражать эти цели. То есть это будут более дальние, более сильные удары. И это можно все делать, не обязательно будучи крупнее. То есть речь не идет о наличии тяжелой техники, там, танков каких-то там или истребителей 5-го поколения. А вот так, дроны, ну просто лучшая электроника, лучшие средства разведки и лучшая система вот связи между ними. Мы должны вернуть нашим войскам способность вести боевые действия. Это означает не просто больше того, что у нас всегда было, то есть тяжелая техника, и что мы всегда делали, а, внимание, признание меняющейся природы войны, быстро развивающихся технологий, которые меняют угрозы, с которыми мы можем столкнуться. Ну, прямо один из пунктов из речи Залужного. И дальше, значит, он сообщил, что Великобритания в развитии вот этих связей также будет сотрудничать с Германией, Францией, Польшей и Италией в создании следующего поколения западных ракет дальнего радиуса действия, чтобы обеспечить НАТО, придать ему сдерживающий фактор против российской агрессии. И получается, что Европа, то есть это первый случай, когда Европа фактически декларирует, что она ввязывается в гонку ракетных технологий. До этого всегда эта гонка происходила между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Теперь они собираются без Америки, кстати, я оговорился, не Российской Федерацией, а Советским Союзом. Теперь речь идет о создании нового поколения ракет средней дальности вот этими странами, которые я сейчас назвал. И среди них это крылатая ракета, дальность действия которой составит до 980 километров, что в 4 раза превышает дальность ракеты Storm Shadow. Ну и, наконец, Великобритания и вот эти страны-партнеры уже, в принципе, согласились присоединиться к новой, как они называют, бриллиантовой инициативе, которая будет направлена на объединение европейских систем противовоздушной обороны в единую сеть. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить эту часть выпуска. Ну и следующая часть последует достаточно быстро, сегодня же. Продолжу излагать происходящее за последние 24 часа, а главным образом сегодня события. До скорой встречи.